Ну, здравствуй, домик. Порядочек. Да так, чуть-чуть мусор, но сейчас все будет хорошо и красиво и тепло. Сколько там кадров? Ого, 185. 185 чего-то. И батарейки почти разряжены. Надо будет заменить. Так. Конечно, хочется, чтобы поймалась лиса. Ну, а тут фазаны, фазаны и фазаны пока что. И уже через пару дней моя мечта осуществилась. К домику подошла лиса. Она долго смотрела на фотоловушку, явно пытаясь определить, опасный этот предмет для нее или нет. Пока лиса смотрела, фотоловушка снимала для нас интересные кадры.
Сейчас я снимаю прямо через окно. Что мы видим? Видим синиц. Плохо видно, конечно, через вот это гибкое стекло. И первый фазанчик пришел. Фазаниха. На обед. Вот фазанчик. Фазаниха именно. Самочка. И вот так я нахожусь здесь. Я даже разговариваю. Она меня не слышит и не видит. И синицы там прыгают. Вот такая радость моя. Наблюдаю. Живность меня не боится. Что называется, картина маслом. Там первая фазаниха пришла, тут синицы буйствуют, кормятся. Ну где вы там? Сразу улетели. Ага, вот они появились снова. Ага, вон вторая фазаниха идет. Так прикольно. Так. Бежит на кормежку. Вот так бежит. Но правда, если я сейчас выйду и зумом буду снимать, они разбегутся. Дверь их напугает. Но надеюсь, на GoPro тоже частично видно. Они маленькие, конечно, вон они. На GoPro-шку их плохо видно, конечно. Вот все, две фазанихи пасутся. Синицы тоже буйствуют. И ворона там каркает. Картина маслом. Вот домик, наблюдательная точка. О, фазаниха испугалась. И вторая. Помчали. Интересно, чего они испугались? Ага. Одна вернулась, и вторая сразу вернулась. Ну, у них такое стадный, конечно, инстинкт. Один убегает, и все убегают. Один ест, и все едят. Во-во. И кадры с фотоловушки можно будет вставить. Забавные чертяки. Ай. Опять побежали. Они так смешно бегают. Может, даже мой голос частично слышат. Даже не знаю, сколько они тут кипят. Честно говоря, пропустила этот момент.
Что-то темно тут. Итак, ужин. Домашняя лапша, правда, купленная в магазине. Курочка вареная, яйцо вареное и квашеная капуста. Вкуснятина. Всем приятного аппетита. А я буду трапезничать и наслаждаться вкусной, простой, кстати, едой и вкусной. В домике 30 градусов. С ума сойти, с ума сойти. Сейчас пробежимся к уличному градуснику. Опа. Прямо. На улице -7. В домике +30. Вот такая разница, друзья. Гирлянду включить. Опа. Итак, а я пью чай из листьев облепихи с орешками. Наслаждаюсь видами, тишиной, покоем, теплом, уютом. Здорово. Ну, какой синиц. Под навесик залетела синица и заглядывает, крутится. Ух ты! Деловая. Ух ты, забавная птичка.
Вот и ночь. Уже 9 час. У меня сегодня получился мега расслабленный отдыхательный день. Я ничего такого серьезного не делала, только приготовила себе покушать, прибрала здесь, покормила птиц, поснимала немножко, на том и все. А потом я просто валялась, отдыхала, смотрела фильмы и слушала книжки. Очень жарко, я не залезала в спальник, просто так валяюсь. Сколько сейчас градусов? Ну сейчас уже немножко упала температура, потому что я прикрыла, поддувала и только что открывала дверь, проветривала. Болтать сегодня не хочется, каких-то тем серьезных поднимать. Поэтому, наверное, просто скажу вам спокойной ночи, до завтра, друзья. А я буду дальше отдыхать. Сегодня у меня прям таки день расслабления. Спокойной ночи. Доброе утро, друзья. Все-таки не удержусь, прям начну хвастаться прям с утра. Хотя я такая еще сонная. Ну хвастаться чем? Теплотой этого домика. Предыдущий домик, он был, конечно, намного холоднее. Здесь я чувствую себя в таком комфорте. Просто вот комфорт. Опять же, ночью я подкладывала 2 раза, всего лишь по одному такому чурбачку. Вот, этого все на ночь хватает. И где-то час назад я встала, я подложила еще чурбачок такой, 3. Вот. Ой. И все. Поддувала, приоткрыла, чтобы получше горело. Вот в домике 25. 25 с утра. Да, ночью падало до плюс 10, я это видела. Вот. Но это из-за того, что я поддувала. Закрываю, чтобы эти чурбачки очень долго горели. Не надо, чтобы они прогорали в течение часа. А надо, чтобы часа 3 горели. 3-4. Вот. Тепло просто. С таким комфортом тут спится. Не передать. Ой, я довольная такая. Правда, еще не проснулась. Ой, как хорошо. И там уже синицы сало дербанят. Фазаны приходили. Ну, это все с фотоловушки я покажу, конечно. Стадо фазанов. Ой, классно. Поэтому сплю такая в таком полураздетом виде. А что, оно тепло. Класс. Ой. Нравится, что тут чисто, можно ходить босиком. Чувствуется мороз прям такой, хрустит снег. Сколько тут градусов? Так. А мороз минус 12. Минус 12. Сейчас вам покажу. Мороз минус 12, а в домике плюс 25. Это не предел, можно до плюс 30 и далее поднять. Такая разница между улицей и домом. Вот так вот. Минус 12. И тут такая красота. Солнце светит. Дым с трубы идет.
Вода проточная, поэтому быстро не замерзает. Но начинает замерзать. Обычно, когда минус 15, минус 20, тогда да, полностью ручей замерзает. А сейчас только начал. Замерзнет, скорее всего. Ходила по морозу. Таки нормальный такой мороз. Минус 12. Конечно, не минус 20, но все-таки. После того, как у нас весь январь было плюс 10, минус 12 это прям таки серьезно. Что-то я все никак не проснусь. Кстати, пока не разминаться не хочется, не двигаться быстро. Пока так хочется просто сидеть, тянуться, потягушечки делать. Кстати, мышей в домике нет пока. Может, когда-то будут, но сейчас нет. Поэтому я оставляю все без присмотра, еду, там, посуду. Нет мышей. Ой, это хорошо. Вообще этот год не мышиный. Утренняя горячая вода. Немножко пробудилась. Вот это умывание снегом, гуляние по улице по морозцу. Так хорошо бодрят.
Теперь кружечка горячей воды. Ой. И можно начинать действительно жить. Итак, я напоминаю, что практически весь январь у нас была температура плюс 6, плюс 9, плюс 10, плюс 11. И мы уже думали, что все, в этом году зимы не будет. Но начался февраль, и вот выпал вот этот снег, он один пока что выпал. Как раз я приходила сюда в избушку, снимала сюжет, специально под этот снег старалась попасть. Вот. И этот снег теперь лежит. И по прогнозу вот этот холод будет длиться больше 2 недель, морозы. Снега нового там не обещается, хотя кто его знает, может еще будет. Ну а так вот именно морозы еще 2 недели. Поэтому я не стала время терять, потому что снег у нас буквально ловить нужно. И решила, вот предыдущий сюжет я снимала буквально дня 3 назад, мне кажется. Ну так, 2-3 дня. И снова я сюда пришла, потому что хочется все-таки еще запечатлеть эту красоту снежную, насладиться ею, вот сидеть, смотреть именно в окошко. Я и дома, собственно говоря, сижу, смотрю в окошко на снег, и здесь сижу, смотрю. Здесь просто птичек больше, именно фазанов. Так, завтрак: вареные яйца, сосиски, квашеная капуста, вчерашняя курочка. Всем приятного аппетита!
Чтобы ловить в кадр интересных животных, важно не лениться, постоянно проверять улов. И если его нет, то менять место для ловушки. Фазанов прикормить и потом снимать на видео легко. Хищников же поймать в кадр намного труднее. Как только я прихожу к домику, тут же прилетают синицы. Порхают по веткам, ждут, когда я насыплю им семечек. И как только в кормушке появляется еда, птички тут же пикируют на лакомство. Меня совсем не боятся и не ждут, когда я уйду. Синицы очень быстро перестроились на новую кормушку. И даже более близкое расположение кормушки к домику их совершенно не смущало. В этот раз, пока я снимала синиц, заметила, что осмелели и фазаны. Вначале подошла одна самочка, а через время и другая. Я стояла не шевелясь. Понимала, что стоит мне пошевелиться, фазаны тут же убегут. Что интересно, одна фазаниха была более смелой. Она уверенно клевала пшеницу, вторая осторожничала и все время пыталась убежать. Я подумала, что поведение первой самочки может как повысить ее шансы на выживание, так и свести их к нулю. С одной стороны, она успеет съесть больше всех и будет более сытой в эту холодную погоду, что, конечно же, ей в плюс. С другой стороны, такая храбрость станет опасной, если рядом окажется охотник. Хорошо, меня привлекает только видеоохота, и в качестве трофеев мне нужны лишь интересные кадры. Кстати, обратите внимание, как быстро теряется фазан среди зарослей, какая у него идеальная расцветка, и по итогу какая отличная маскировка. Конечно, помимо синиц и фазанов, меня порадовал и водяной пастушок, постоянный житель этого маленького ручья. На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. Таким был этот сюжет, друзья. До новых встреч. До новых встреч. А кто тебя снимает, когда ты одна? Вот как раз бегу за камерой, установленной на штативе. Так все и происходит. Просто видео. Оп, стоп.